Итак, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Mitsubishi Space Star. Такая вот машинка. Вот. У нас проблема, порвала ремень ГРМ. Ну, естественно, как мы потом позже узнали, когда пришел новый ремень ГРМ, как всегда, было некогда. Когда мы крутанули, оказалось загнутые клапана. И вот суть не в этом, а сейчас разбираем, и с тем, с чем мы столкнемся, я даже для себя просто хочу записать коротенькие такие сюжеты по разбору частичного снятия головки. И вот первая проблема, с чем я столкнулся, это с форсунок надо было снять вот эти фишки, да? Вроде бы ничего сложного нету. Вот сюда нажмешь, и она должна была вылазить. Но не тут-то было. Никак они, ни одна так она и не пошла. Не знаю, то ли здесь пылью было забито, но я бы не сказал, все чистенько. Вот, ну сколько я не пытался, не нажимал, никак она не отцеплялась. Вот, ну, вышел я с этого положения вот таким способом. Я взял маленькую стилевскую отверточку, вот, сюда ее вставлял, вот так вот отгибал, и тогда спокойненько они вылазят. Это вот на будущее, если кому-то что-то непонятно будет. Дальше, самый крайний датчик детонации. Вот как он выглядит. Вот тоже его там трудно найти, куда нажать. Да? В темноте там не видно, сбоку, сзади. Вот получается у него вот здесь вот этот рычажок есть. Вот его надо нажимать, и тогда, вот видите, я нажимаю, фиксатор отгибается, и тогда можно раскачиваешь, расшатываешь, и с горем пополам он вылазит. Тоже проблематично, скажем так. Так, вот эти дальше, которые вот идут, вот эти более-менее, вот этот я снял без особых таких проблем. Вот, нажимая вот сюда, вот. Трудно, конечно, тоже тяжело нажимается, слабенько они отходят, но он кое-как открылся, и я его снял. Так, вот этот тоже я намучился с ним, с этой фишкой. Вот, наверное, полчаса я крутил, не знаю, почему она нажимал, она никак не хотела. Как они там присухариваются, что никак не хотят. Вот, когда уже снимешь, они легко работают, нормально. А вот пока вот она сидит там в фишке, никак она не хочет. И больше всего я намучился вот с третьей фишкой, вот с этой. Вот видите, она какая непонятная. Здесь вот был лепесток, рычажок. Я его обломал, потому что я и так, и сяк нажимал, и толку никакого не было. А видимо, толку не было. Почему? Вот потому что здесь какой фиксатор был. Вот до меня уже обломали, вот здесь тоже, видать, пытались, ковыряли. Вот, ну, суть даже не в том, а вот в чем оказалось. Оказалось-то у него, как на Жигулях, видите, вот такая скобочка идет. Вот из-за этой скобочки эта фишка и не вылазила. А ее там не видно, что эта скобка есть. Когда вот там этот датчик стоит, пылью все это запорошено, как говорится, закручено, и вообще не видно было, что здесь вот эта скоба железная. Вот пока я не открутил полностью вот этот кронштейн, да, и не вытащил сюда, чтобы разглядеть, что же все-таки, почему она не вылазит. А оказалась вот обычная скобка. Вот имейте в виду, на Mitsubishi вот стоит такая под инжектором, как на Жигулях скобочка. Это где-то я видал на трамблере, по-моему, также вот стоит на электронном, на русской классике. Вот похоже, только там, по-моему, 3 проводка идет. Ну все, дальше буду показывать, где будут еще какие проблемы.